штурм военного объекта ВСУ в глубоком тылу. Открыт огонь по протестующим. Колонна техники РФ зашла в город. Подразделения разворачивают силы. Перемирия нет. Серия штурмов. Где горячее всего? Экстренное заявление Кремля. Ответ Путина Западу. Вечернее заявление Москвы после парада. Чего хочет Путин и какое условие поставлено Зеленскому. Обращение к Киеву. Немецкая пресса высмеивает события на Красной площади. Что пишут мировые медиа? Каков главный посыл? Удар в спину европейцев штормит от действий Зеленского. Что будоражит Брюссель? Зеленского под суд. Президент, политик или осужденный? Чего хотят украинцы? Детали опроса. Орбан ушел и не попрощался. Венгрия с новым главой. Массовые аресты в столице и турецкий удар по США. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет. Это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Спасибо вам за поддержку, и я начинаю. Не демонстрация силы, а демонстрация уязвимости и слабости. Немецкая пресса высмеивает российский парад Победы в Москве. В целом мировые медиа продолжают активно писать о вчерашнем событии на Красной площади. Главный акцент – это напоминание об отсутствии техники, длительности самого парада и на событиях, которые предшествовали этому параду. Немецкий Welt пишет, что мобильные ограничения, беспрецедентные меры безопасности и другие ограничения говорят о том, что на 5-м году Большой войны уже невозможно так просто игнорировать эту войну даже в самой России. А фасад нормальности все сильнее трещит по швам, говорится в публикации. Издание также пишет, что даже союзники начали исчезать. Вместо десятков мировых лидеров приехали лишь несколько лояльных Москве гостей. Авторы немецкого издания резюмируют. Главный символ российской мощи внезапно показал обратное. Война, которую Кремль хотел держать где-то далеко, окончательно пришла в саму Россию, а Путин вообще хотел бы отменить парад. Далее цитата. Путин, вероятно, с удовольствием вообще бы отменил этот парад, но не может, потому что он проводится ежегодно с 1945 года и почти превратился в религиозное мероприятие, заявил военный эксперт Нико Ланге телеканалу Welt TV. По его словам, задача состояла в том, чтобы продемонстрировать нормальность, однако все видят, что, например, на параде отсутствует боевая техника. Путин ответил Западу и россиянам, почему не было техники на Красной площади. Официальное заявление не только по соображениям безопасности, но и для того, чтобы использовать ее против ВСУ. Путин заявил о сосредоточении внимания на разгроме противника. Это была цитата. Удара по Киеву также не будет, так как Киев не бил по Москве. Кроме того, Путин заявил, что не могли бить по центру Киева, где расположены диппредставительства, в том числе и США, чтобы не портить отношения со Штатами, с которыми был контакт. Хотя на самом деле посольство США находится в 9 километрах от правительственного квартала и далеко не в центре украинской столицы. Путин также обвинил Украину в нежелании устраивать обмен военнопленными, при этом прозвучали и слова о завершении войны. Путин считает, что все идет к финалу. Также ответил и на послание Фица от Зеленского. Зеленский готов к встрече, Путин также готов, но поставил условия Киеву. Ну что можно в этой связи сказать, что мы никогда не отказывались, я не отказывался. Я не предлагаю эту встречу, но если кто-то предлагает, пожалуйста, пусть приезжает. Тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре. Вечером 9 мая Путин также заявил, что можно устроить мягкий развод с Арменией. Еревану предложил провести референдум по вопросу вступления в ЕС и уже потом делать вывод, как быть дальше. Кроме того, в Кремле уверяют, Россия никогда не закрывалась от переговоров с Европой. Москва готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Это была цитата. И тут же Путин озвучил, что Герхард Шрёдер, бывший канцлер Германии, отличный для этого кандидат. Мерц собирается поговорить с Фицо о его поездке в Москву. Немецкий канцлер недоволен поведением премьера Словакии. Говорит, знает, что у них разные взгляды.
Берлин считает это политическим вызовом ЕС. Мерц заявил, пока европейские лидеры отмечали День Европы, Фице встречался с Путиным в Москве и фактически демонстрировал собственную линию внутри Евросоюза. Сам же Фице, напомню, называл себя в Москве черной овцой ЕС из-за того, что готов идти против линии Брюсселя. А из Москвы он уехал с обещанием, которое дал ему Путин. Москва закроет потребности Словакии в энергетических ресурсах. Европа начинает уставать от Зеленского. Его нотации стали раздражать представителей Брюсселя. Об этом говорится в материале издания «Политика». Зеленский все жестче давит на союзников, требует ускоренного вступления в ЕС и публично обвиняет Европу в слабости, пока Европейский Союз все хуже скрывает раздражение, считают авторы, напоминая, что канцлер Германии Мерц открыто заявил, что ни в 2027, ни в 2028 Украина не вступит в Европейский Союз. А войну и вопрос территорий придется как-то решать. На закрытых встречах лидеры ЕС уже отчитывают Киев за ультимативный тон и отказ активно заниматься реформами внутри страны. Но Зеленский и Украина, пережив тяжелейшую зиму после российских ударов и нарастив собственное производство оружия и дронов, чувствуют себя все увереннее и все меньше готовы благодарить Запад, говорится в публикации. И пока Украина требует все больше, в ЕС растет опасное чувство. Зеленский начинает переигрывать именно в тот момент, когда его страна критически зависит от европейских денег, оружия и политической воли, говорится в публикации. Также процитирую. Особенно Зеленский, и не только он, но и многие другие украинцы действительно считают, что они воюют не только за Украину, но и за всю Европу и Запад. А значит, нет нужды быть благодарными кому-либо, говорить кому-либо спасибо или смягчать свои требования, сказал республиканский эксперт по внешней политике, ранее консультировавший Киев. Он попросил не называть его имени, чтобы говорить откровенно. Он твердо убежден, что Европа в долгу перед Украиной. Это окрашивает его мышление и риторику, но при этом не учитывается, что не все европейцы видят ситуацию так же. Отмечу, что это уже не первый подобный материал об охлаждении отношений между Киевом и ЕС за последний месяц. Украинцы все меньше видят Зеленского президентом после войны. Таковы результаты нового опроса Киевского международного института социологии. Лишь 28% опрошенных хотят, чтобы Зеленский сохранил президентский пост. Самым популярным вариантом ответа стало желание видеть Зеленского вне большой политики. 30% украинцев считают, что после войны он должен уйти из политики и сосредоточиться на благотворительности, международной деятельности или личной жизни. Еще 16% готовы видеть его в политике, но уже не как президента, а, например, в роли главы партии или народного депутата. При этом 15% респондентов заявили, что против Зеленского должны быть открыты уголовные дела, и он должен предстать перед судом. Социологи отдельно подчеркивают, желание сохранить Зеленского у власти после войны преобладает в основном только среди тех, кто полностью ему доверяет. А вот среди критически настроенных украинцев настроение куда жестче. Те хотят отправить Зеленского под суд. Цитирую. Среди тех, кто скорее не доверяет, большинство считают, что он должен уйти из политики, но при этом относительно немногие настаивают на уголовном преследовании. Зато среди тех, кто совсем не доверяет, большинство, 64%, настаивают именно на уголовном преследовании. Перемирия нет, интенсивность боев несколько снизилась, но они продолжаются, несмотря на официальное заявление двух сторон. Колонна техники РФ зашла в город. Подразделения и бронетехника 90-й танковой дивизии ВС РФ массово фиксируются непосредственно в Покровске. По данным украинских военных, ВС РФ стягивают в Покровск личный состав, танки и артиллерию. В соседнем городе разворачивают пункты управления. Цитирую. Город противник сейчас использует для накопления личного состава и техники, планируя дальнейшие наступательные действия. В Покровске фиксируется присутствие 90-й танковой дивизии РФ. В Мирнограде противник разворачивает пункты управления. Населенный пункт враг пытается использовать как мост для прорыва в направлении Родинского. Горячо и на юге страны. Украина заявляет, что россияне атакуют на Гуляйпольском и Александровском направлениях. Российская Минобороны при этом пишет, что ВСУ пошли в серию штурмов сразу на нескольких направлениях. Российские войска заявили об отражении 11 атак за сутки. Самый мощный натиск пришелся на Донецкое направление.
Штурм военного объекта ВСУ. Открыт огонь по протестующим. Запад Украины в центре внимания. Столкновения и выстрелы из автомата Калашникова за сотни километров от линии фронта. Здание ТЦК, органа военного управления вооруженных сил Украины, попало под прицел. Причина – мобилизация представителя ромской общины. Именно это и спровоцировало вспышку ярости у местных жителей. Все и произошло в Межгорье на Закарпатье. Несколько десятков человек собрались у здания ТЦК, начался настоящий штурм, толпа пыталась выломить двери и прорваться внутрь. В ответ сотрудники ТЦК открыли огонь. Только стрелять. Прозвучало как минимум 4 выстрела. Утверждается, что стреляли холостыми, однако сам факт применения автомата против протестующих уже вызвал громкий скандал. Вот что пишет местный журналист и депутат о событии. Как утверждают источники, выстрел из автомата был произведен холостым патроном. И здесь возникает отдельный вопрос. По информации изнутри РТЦК, такие холостые патроны обычно используются во время похорон погибших военных и церемонии прощания с героями. Также стало известно, что руководство ТЦК сначала пыталось отрицать факт стрельбы. В Закарпатском ТЦК уже отреагировали на инцидент. О выстрелах ни слова. Уточняется лишь, что благодаря оперативным действиям личного состава угрозу удалось локализовать, а нападение отбить. Он вновь просит его на выход. Едва успев принести присягу 9 мая в парламенте, новый премьер Венгрии Петер Мадияр фактически поставил ультиматум главе государства. Он публично призвал президента Венгрии Тамаша Шуяка уйти в отставку. Президент должен проявить мужество и покинуть пост, поскольку, по словам Мадияра, не выступил против ошибок предыдущего правительства. Мадияр также обвинил прежнюю власть в системных провалах, от подрыва демократических институтов до жесткого обращения с детьми в государственных детдомах. Также Мадияр озвучил срок для президентской отставки до 31 мая и внезапно извинился перед народом за ошибки предшественников. Необходимо сказать, что то, что произошло с многими нашими согражданами, неприемлемо. Поэтому позвольте мне в Доме венгерской конституционной преемственности, как премьер-министру Венгрии, принести извинения. После официоза перед зданием парламента в Будапеште началось грандиозное празднование. Десятки тысяч венгров пришли поздравить нового премьера. Команда Мадияра тоже праздновала на полную. Так, уже знаменитый танцующий венгерский политик, кандидат на пост министра здравоохранения Зсолт Хегедюш, снова не удержался и пустился в пляс. Одним из первых Мадияра поздравил Зеленский, написав символично, что инаугурация прошла именно в День Европы. На Банковой рассчитывают на сотрудничество с Будапештом. В то же время Орбан проигнорировал присягу Мадияра и покинул премьерский кабинет даже без прощальной речи. Напомню, партия Орбана Фидес потеряла более 130 мест в парламенте, получив всего 52 мандата. В свой последний рабочий день политик лишь дал интервью, в котором сожалел, далее цитата, что не успел установить последний строительный блок суверенной Венгрии. С новой командой, говорит Орбан, ему не по пути и не до вечеринок. Я беру сумку. Серьезно, на такие вечеринки после стольких лет премьерства в 63 года я не буду становиться на четвереньки, понимаете? Я не готов на все ради политической победы, даже если так было бы легче. Это не работает. И, возможно, это старомодное поведение, что я не хочу менять некоторые вещи, и это может меня ограничивать. Турция атаковала США, но не в реальности, а в рекламном ролике, когда презентовала свою новую межконтинентальную баллистическую ракету Yıldırım. Как пишет Financial Times, конфуз с роликом, который сгенерировал искусственный интеллект, произошел на оборонной выставке в Стамбуле. На видео турецкая ракета поражает цели, визуально похожие на объекты в США. При этом сама система на выставке в Стамбуле была заявлена как способная преодолеть до 6000 километров, нести 3-тонную боеголовку и развивать скорость до 25 махов, примерно 30 тысяч километров в час. Как отмечает издание, глава Минобороны Турции, видимо, не знал содержания ролика, когда заявил, что страна намерена использовать Yıldırım исключительно в целях сдерживания, но если потребуется, будет готова применить ракету без колебаний и максимально эффективно. Спустя несколько дней турецкое Минобороны фактически сдало назад, отметив, что ракета все еще на стадии испытаний, а военные аналитики вскоре тоже начали ставить под сомнение реальные возможности 18-метровой ракеты.
Это явное преувеличение. У турецкой оборонной промышленности действительно много возможностей, и она быстро развивается, но до такого уровня она пока не дошла, заявил один западный чиновник в сфере обороны. Военный разворот Трампа и переброска войск. После вывода 5000 военных из Германии администрация Трампа рассматривает дальнейшее масштабное сокращение американского присутствия в Европе. Об этом сообщает Bloomberg. Обсуждается вывод войск из стран, которыми Белый дом недоволен, и их переброска в более лояльные государства. Главным претендентом на усиление американского присутствия называют Польшу, пишет издание. Министр обороны Польши уже заявил, что Варшава готова принять дополнительные силы и таким образом укрепить восточный фланг НАТО. Сам Трамп открыто поддержал эту идею, отметив, что имеет отличные отношения с польским президентом Навроцким. По словам высокопоставленных дипломатов стран-союзников по НАТО, Трамп может объявить о новых сокращениях, которые, возможно, затронут и Италию. Кроме того, как утверждают источники, он может отказаться от плана, разработанного еще во время президентства Джо Байдена, предусматривавшего размещение в Германии американских ракет большой дальности. Массовые аресты в столице, в Джакарте. Полиция устроила мегааблаву и задержала более 300 иностранцев. Все они подозреваются в организации нелегальных онлайн-казино в Индонезии. Большинство арестованных, а это более 200 человек, вьетнамцы. Также в нелегальном игорном бизнесе замешаны китайцы, граждане Мьянмы, Лаоса, Таиланда и Камбоджи. А по данным полиции, группировка работала всего 2 месяца, но уже успела развернуть крупное подпольное казино. Правоохранители говорят, что большинство иностранцев знали, что приехали в Индонезию для организации онлайн-азартных игр. И отмечу, что за последние дни это уже вторая крупная операция силовиков в Индонезии. Первая прошла на острове Батам. Там задержали еще 210 иностранцев за онлайн-мошенничество с инвестициями. Нам известно, что регион Индокитая, в частности Мьянма, Камбоджа, Лаос и Вьетнам, стал базой для вербовки участников подобных онлайн-преступных схем, направленных против транснациональных жертв, в том числе иностранных граждан. После усиления мер пресечения эта деятельность переместилась в Индонезию, и именно такой сценарий мы ожидали и прогнозировали. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, что мне будет приятно, если вы оставите свой лайк, оставите комментарий и сделаете репост этого видео. До встречи, как всегда, уже завтра.